Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет! Вы на канале Польза Стрима. Меня зовут Саня, и здесь я заставлю вас думать. Для чего? Для того, чтобы не приобретать какое-то устройство, либо приобретать только то устройство, которое вам реально необходимо. Насколько необходимо оно вам, это вопрос дня. Почему? Потому что если вы с чего-то смотрите, в принципе, этот стрим, то значит у вас всего хватает. Если вы с чего-то можете звонить, то же самое. Так что все эти товары а-ля первой необходимости, как убеждают вас маркетологи, по факту являются, по большому счету, честно, очередной игрушкой. И это нормально, потому что я точно не повзрослел, у меня игрушки поменялись, но у кого-то из мужиков что-то другое меняется. Перейдем к, в принципе, телу стрима. Здесь у нас Honor 200 Pro, я понятия не имею, будет ли глобалка или нет, и у меня китайская версия. Но это все не важно. Почему не важно? Потому что я это делать сейчас при вас буду тестировать. Первый прогон в Antutu пошел. Если говорить про Honor 200, он отработал великолепно. 480 люксов у нас яркость. Напоминаю, что основной канал Польза.нет. Там у нас 460 с лишним тысяч подписчиков. Плюс есть Польза Лайв, где обзор одним кадром. И помимо этого есть еще и Польза Стрима, на котором вы сейчас со мной общаетесь. Если хотите помочь как-то каналу, не первая, не вторая, а третья ссылка, видите, мой канал со скидками, Польза.нет. Скидки. Туда подписывайтесь. Хотите со мной лично общаться? Моя личная телега, следующая ссылка. Вот. Так что безумно рад вас всех видеть. Новинка довольно сомнительна. Почему? Потому что сказать, что это супер смартфон за те деньги, за которые я его купил, я могу, потому что я его продам дороже. Но вы нет. Почему? Поймете сегодня. Потому что можете посмотреть, сколько он сейчас стоит на Алихе, и очень сильно удивиться в негативном смысле. Лучше пишет звук по видеосъемке не смартфон, а вот это вот дело. DJI. То есть все блогеры используют внешние микрофоны. Либо петличку, либо Bluetooth. То есть никто не пользуется микрофонами без этого дела. 5 секунд. Меня, кстати, сбили в плане 5 секунд, не то, вот есть. Сори, в плане самопиара. Так вот, подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментах, на что еще купить, что еще купить и на что еще купить обзоры. И можете пойти посмеяться по поводу безумных фанатов Huawei. В комментариях, кто у меня спрашивал, а зачем ты делал обзоры на Huawei, если ты их не любишь? Потому что очень много просмотров. То есть Huawei, большое спасибо за рекламную кампанию, потому что железки ничего не стоят, в отличие от Honor. То есть они стоят ровно 0, но 70 Pure Ultra 21 тысяча просмотров. И обычная Pure 70, по-моему, мне дала... Что-то она мне дала. 27 тысяч просмотров. То есть только на одном канале 50 тысяч просмотров, но Huawei, у которого 12 Android и процессор 2021 года. На какой-нибудь я Infinix 2021 года бы сделал обзор, кто бы смотрел? Никто. А тут смотрят. Так что спасибо рекламщикам Huawei. Очень мило с их стороны. И если бы не они, то все бы было нехорошо. Но они нам помогают. Конкретно... К чему это все? К тому, что, кстати, сегодня мы разыграем еще 5000 баллов на Али среди 5 подписчиков телеграм-канала скидки, польза скидки. Это будет сделано извращенски, долго и мучительно через рандомайзер. То есть я просто случайное число Google вобью, сколько там, 500 постов, а потом буду сам отсчитывать. Ну, я надеюсь, что мы отсчитаем совместно. Может, мне кто-то подскажет, чем я могу отсчитать. Для того, чтобы понимать, где это, сейчас 5 секунд, моей личной телеги, этот пост еще бы найти, куда скидывали люди по поводу... Так, не могу найти. Следующий пост. В целом мы должны были разыграть 5000 баллов среди 5 людей. У меня уже есть эти 5 промокодов. И
Вот они. 433 комментария. Кто в курсе, тот поймет. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. Кому интересен подобный контент и кому интересно, и кто-то думает, может быть, что его смартфон будет опять также на прожарке, и потом он его купит или нет. Не забываем прожать лайк, потому что дело специфическое. Технострим – это супер специфическая штука, еще и через день. Потому что позавчера мы с вами гоняли Honor 200. Сейчас мы гоняем 200 Pro уже. По мне он яркость уже сбросил. Я сейчас выбираю смартфон, не могу выбрать Snapdragon S24 или iPhone 15. Однозначно 24 Snap. Samsung со временем будет лагать. Но вы 60 Гц будете покупать, это дичь. Стоит ли его брать, если бы он был на 30% дешевле? Куда дешевле? Я его покупал за 33. Сейчас я вам даже дотошно скажу, что мне Владимир его выкупал, у меня тогда промокоды кончились. Так же, как он мне Oppo Reno помог купить с промиком 12. И вот так же он мне покупал, не помню где, Honor 200. Притом он ему пришел как-то нереально. Еще, получается, он у меня уже 3 недели. 9 числа у меня уже был Honor 200. К слову, по поводу 200 и 200 Pro мне писали рекламщики, и мы не сошлись с ними, потому что, ну, формулируя прямым текстом, обзором был не нужен. Им нужен был не обзор, это чуть-чуть другая история. Вот. А нет, я вам вру, 488 долларов он не вышел. Не шутя. Не шутя. Это значит, просто супер дешевый был. А, на 12256. Ну, это как-то много. 344 был 200, а этот прям совсем много. 44 тысячи. Universal, привет. Рад тебя видеть. А он здесь? Евгений, здорово. Не забываем прожать лайк. Все, кто пришли, все, кто дошли в этот необычный, непривычный вторник. Надеюсь, у вас теплый. Все лагает, и айфоны лагают тоже. Вы просто собираете... 15-й iPhone я никогда не советовал. 60 Гц за такие деньги. Ну вы стебетесь. Oppo Find X7 Ultra купите. Не знаю, много чего можно купить. Конечно, что угодно будет. И iPhone 15 Pro Max подлагивает. Всем привет, Дмитрий. Дмитрий, привет. Oppo K12, сейчас скажу. Я ж скидывал мою... Подпишитесь, 4-я ссылка в описании. Мой личный телеграм-канал. Я там скидываю скрины, за что я покупаю какие вещи. Просто умножайте по курсу и все. То есть я его купил не супер дешево. Но не супер дорого. Общий привет. И вам, Серж, привет. Давайте-ка я, наверное, циркуляром разошлю, кстати, что у нас стрим сейчас. А, не прикреп не делал. Народ не в курсе. Как всегда, мы суперсекретно проводим. Копировать. Так, и раз, два. Всем разошлю, что у нас стрим идет. Потому что мне кажется, что народ не в курсе. Большинство. У меня YouTube прям фанил, что сегодня будет стрим.
Это хорошо или плохо, что у вас фанил YouTube? Наверное, следующий... Ну, не, я тоже через день хочу на Моторолу еще сделать, пока есть еще какой-то запал, хотя бы минимальный. О, сектанты. Сектанты тратят время и деньги. Мы не тратим ничего. По экрану не тапаем, да? По экрану не тапаем, инвестиции не набираем. Ну, разве это секта? Это в других местах секта. Вот. Следующее я сразу буду гонять его, короче, в Диабло, потому что я там сложен уже, на сложном 560 люксов, то есть он сбросил герцовку. Кстати, по поводу Honor 200, я же вам говорил, что он у меня утонул, и все, симки он ловит теперь. То есть у меня первое время, у меня прям в лотке вода была, в лотке. Это, конечно, прям не весело, я вам скажу. Ощущение того, что ты такой, опа. Так что я подожду, и если все будет good, то... И датчик приближения виртуальный, это, конечно, дно. Ведь 200-й Honor не берем по возможности. Недополитик, Universal. Я, кстати, забыл чувака разбанить, он мне уже раза 3 писал, я все время забываю его разбанить. Короче, я забыл, как разбанивать на YouTube. Прикиньте. Вот это уже высшая стадия деградации, да? Схематозник. Я даже его и ник даже запомнил. Все характеристики будут у вас чуть-чуть позже. Подождите. Все выложу. Хорошо? Так, Honor 200. Настройки. Во, мне кажется, я нашел. Заблокированный. Вот, схематозник. Ну-ка. А как мне его найти? А как здесь поиском пользоваться? Или всех разблокировать ради интереса просто? Ну, тут ники такие, что прям... Что их не хочется разблокировать половину. Есть. Все, схематозник разбанен. Вот, оживаемся. Моторола пока себя ведет нормально. Пока. Не знаю, мне она нравится чисто с... Как вам сформулировать? Я не скажу, что у нее нулевая ликвидность. То есть Моторола популярная штука. И у всех в голове это довольно правильно, что они делают довольно неплохие вещи за довольно низкую стоимость. Вот. Сувершоу, привет. Не-не-не, я у одного еще только снял бан. Декер, отлично. Видишь, до стрима дополз на локтях. У меня сегодня дождь проливной лупит. И поэтому я обзор одним кадром уже на 2 смартфона не могу сделать. Honor 200 и Realme GT 6. На Алишке он 60 штук стоит, в зависимости от памяти. Вы про 200 Pro? Я не знаю, я говорю, для меня Honor вообще не может что-то стоить. То есть, давайте честны будем. Ну, кто выберет Honor? Нет, ну и какие 60? Вот сейчас я открываю 53 штуки. 12512, я его дороже купил. 49 он стоит. Накидывают все время. Антимаркетологи. Мы, Серж, обсудим Моторолу, когда будет стрим на Моторолу. Можно? И я буду вам безумно благодарен. 1 300 000 баллов, 500 люксов и пошла дальше малина. 3 прогона делаем. Мне очень понравилась, кстати, тема. Опять же, почему я рассказываю про Huawei. Там больше всего комментариев продажных было. Ну, потому что по-другому не сказать.
Потому что самые популярные комментарии, наверное, были, ну, кроме типов, которые купили и такие, зачем я купил это днище, это были комментарии, я тебе не верю, а стрим это постанова. И ты такой... То есть я реально 4 часа времени потратил там на стриме, чтобы Huawei облажался. А еще прикол, вы знали, что некоторые смартфоны, оказывается, продают с методичками на то, как туда установить гуглы. Это Huawei, оказывается. То есть с ними, вот ты покупаешь смартфон, и тебе выдают брошюрку, как на него гуглы устанавливать. Это такая дичь. Это такая дичь. Если бы я этого видел, я просто бы выпал в осадок. Это можно ржать в голос. Ты идешь, отдаешь сатыгу, чтобы тебе потом дали инструкцию. Прикиньте, у Honor такого нет, к слову. Слава в скидках. Слава, напишите мне в личку, если вас в скидках забанили. Я чуть-чуть рандомно там тоже иногда народ баню. Honor Magic 6 Pro вообще никогда не топ. Вы его в руках держали, Борис? Гральфекс, чем нам должно это помочь, что вы русский? Мы перечисляем национальность или национальность по паспорту, или... Подождите, у нас нет национальности по паспорту, гражданство мы можем. Вот у меня сегодня какая-то тоже дичь с этой темой, с этими проектами, которые там... Мне кажется, метро только не писала. Денег сыпанули, что ли, всем? Вообще там Силиконовая долина наша пишет, кто только не пишут. Всем надо освоить средства на рекламе. Слава, я повторяюсь, напишите мне в личку в ТГ. Я вас разбачу, разбачу. Серж Филиппов, но дело не в том, что Honor плохой, дело в том, что он даже в сознании нашем, у нас как он? Дешевый смарт, правильно? Нет у меня ощущения, что Honor это такой прям топовый смартфон. Кстати, из всего интересного у меня тогда остается только Motorola и Pixel 8a. А дальше идут уже... Кстати, нет, не только, ладно. Еще много всего. Не забываем прожать лайк все, кто пришли. Огромное спасибо, что дошли. Крейзи. Первым сразу к тебе видосы действительно помогают. Крейзи, спасибо. Huawei это Honor за такие деньги, за которые сейчас продают. Это вообще дичь там натурально. Ну, Серж, вы не объясните продавцам, потому что прикиньте, какую рекламу они закупили, что они могли... Ну, это так же, как Realme выставили свои GT6, которым красный ценник 35 за 60. За счет чего? За счет того, что нужно было, ну, как бы такие... Мы кого-нибудь свозим на презентацию за большие бабки, либо вложим это в цену. А давайте свозим и цену выше сделаем. Ну, то есть, чем больше народ на рекламу, мне кажется, тратит, тем ниже вероятность того, что у тебя будет годный продукт за выгодный ценник. Я не помню, чтобы на IQ презентацию кого-то возили. Если что, это тоже не пейте, это витамин С. Не на правах рекламы. Мне кажется, его нигде не продают. Таких много всяких штук я пью, чтобы вырубаться в 5 и вставать в 10. И мне плохо. Влад Власов. Себя. Что себя? Влад Власов. Для себя. Ну, понимаете, я могу сказать, что мне интересно. Вот из того, что у меня есть, мне был интересен Ультра, пока я не начал им пользоваться. Huawei PR70 Ultra, вон он стоит. Я его, кстати, не продал еще. И Motorola. Вот они интересны. Каждый раз, когда я собираюсь ходить либо с Oppo, либо с Vivo, либо с OnePlus. У OnePlus камера не тянет для того, чтобы я ходил с ней. Samsung меня, в принципе, бесит. Он то перегревается, то ли еще что-то у него происходит. Нет Face ID, мне нужен доступ к биржам, банковским приложениям. И, ну, логично, у меня какой-то есть минимальный капитал, за которым мне надо следить. А именно безопасность позволяет, к сожалению, только яблоко сейчас какую-то осуществлять. Вот. Наверное, так. То есть у меня не из разряда интересно или хотелось бы. Мне очень нравятся Asus игровые. Прям прикольная тема. Вот я себя ощущаю хорошо с ними. С точки зрения покопаться,
Если есть планшет и телефон в Samsung, то есть ты очумеешь там химичить, чтобы что-то получить нормальное. А если ощутить себя фотографом, это Oppo или Vivo. Вот там прям тоже это сформулировано так. Есть особый кайф. Нет универсальных устройств, к сожалению, нету. Чтобы я себе взял, у меня всегда было два телефона. То есть даже когда у меня был Huawei P40 Pro, у меня был еще Samsung S21. Вот. Или S20, по-моему. Кишечник. На этом я заработал очень много денег. У вас, может, что-то и обвалилось. Я еще раз повторяюсь, те люди, которые на чем-то зарабатывают, я не знаю ни одного из них, кто бы делился тем, как он зарабатывает. Вот если вам что-то рассказывают, значит, там денег уже нет. У вас крипта обвалилась. Я заработал, я еще раз повторюсь, плюс 40 с лишним процентов к тому, что у меня было. И я на ней не играл вообще. Вообще не играл. Просто надо, если тебе... Но опять же, я отношусь к крипте как к любому другому счету. Завтра его не будет, я такой, ну, значит, все, судьба. Потому что у меня была уже история, как на одной из бирж мне заморозили деньги, и на вывод оказалось, что я могу только их обратно вывести. Это была жесть. Потому что там было очень много. Ну, это был стресс. Ты такой, типа, очуметь. Нет, конечно, Red Naomi. В каком месте он универсальный? Он также греется, он довольно большегабаритный, крупногабаритный. Скучный. Наверное, так. Да, на этой неделе ждите X50 Ultra. Думаю, через дня 2 я смогу это сделать. Не забываем прожать лайк. У меня друг купил Huawei P70 Ultra. Через неделю камера заклинила. Я не знаю, я не понимаю этих людей. Я не понимаю. Это, знаете, самое страшное, когда я прочитал сегодня комментарии под Huawei, а я, к сожалению, читаю комментарии, да, я себе токсичную среду накидываю. Ты был таким душевным чуваком, а сейчас ты просто токсик. Как можно ругать Huawei, а не под санкциями? А самый-самый крутой коммент. Ну все, ты теперь как Розеткед. Розеткед, который хвалит 90% всего, я теперь как он, потому что я поругал Huawei. А ему я не знаю, почему они не договорились на рекламу с Huawei. Ну, короче, это прям вообще весело. А есть что-то хорошее в Honor? Конечно, это не Huawei. Я не считаю, что, еще раз, все инвестиции, крипта и остальное это плохо. Я упоминаю крипту только исключительно в плане, ты покупаешь физическое золото, если есть где его прятать. Ты покупаешь недвижку, землю, крипту, бивалютная корзина. Ну и в носках там пораспихал. Все. Ну куда ты еще деньги денешь? Нет безопасных мест. Учат программировать. Денег тут много, однако попасть не так просто в эту сферу. А люди, которые учат крипте, это инфо-цыгане. Да, программирование у меня несколько человек уже устроилось. Работа очень тяжелая, но зарабатывают хорошо. И как только Гугла отрубили импортер... Ну, вообще нет, 60 Pro... Universal Donut. Вот Donut меня всегда сбивает, особенно когда... Спасибо большое за донат. Ну, сейчас проверим еще там. Трехэтажном, может, что-то написано. Сейчас люди в стриме в бананы инвестируют. Я не понял ничего, но окей. Как понять, как он? Я его только купил. Сразу видно, вы следите за моим каналом. Саня, что будет со смартфоном, если зарядить до сотки и такое время еще ничего не будет? Он не будет принимать ничего. И все. Ты носишь на шее мешочек с золотом. Декер, огромное спасибо. На Genshin инфаркт. Инфаркт аноним еще вчера закидывал. Спасибо. Спасибочки за ответ. Буду ждать прожарку Moto X50 Ultra. Ну, точно не его брать.
То есть вы можете ждать прожар. Но опять же, если вам интересно, то почему нет? Я говорю, я даже пойму тех, кто Honor купит. Опять же, это все на фоне Huawei. После Huawei, мне кажется, я начал понимать всех. Ну, кроме Infinix, Tecno и Intel. Давайте будем честны. Вот это прям совсем уж. Совсем пробитие дна. А какой смарт посоветуешь, если использовать как читалку для книг? У меня вот здесь читалка для книг есть. Любой, у которого есть плотность PPI, пикселей 500 ppi. Вообще лучше читалку купить. Kindle какой-нибудь. Honor отличается от Huawei только тем, что есть Google сервиса. Нет еще процессора по современнее. Давайте не будем. Вадима, об этом мы никогда не узнаем, что я ношу на шее. Ничего я не ношу. Нету. Ничего. У меня нет татушек. У меня нет золотых цепей. У меня вообще ничего нет. У меня есть паспорт. И мозг еще какой-то. Самое безопасное место, где можно спрятать деньги или золото, это Марианская впадина. Как только ты ее спрячешь, там деньги или золото, там уже не достанешь. Самое безопасное. Тоже вариант. OnePlus 12 за 60. China. Нет. Ну, наверное. Если вы прямо рядом с домом, новый, не распакованный, да. Разблоченный. Почему нельзя? Именно флагманы нельзя, остальные можно. Ну, что за бред? Не согласен с вами. Мы второй раз только гоняем. Чего он так долго гоняется, интересно? Очень непривычная тема. Кстати, о читалках. Поделитесь, пожалуйста, откуда качали книги. Я не знаю, это запрещено или нет. Бесплатно, короче. И вот мне скидывал человек, я еще, кстати, не качал. Мне кажется, очень много телеграм-каналов еще есть на этой теме. Вот. Всем огромное спасибо, что дошли. Я понимаю, что вы пришли для того, чтобы пообщаться с комьюнити, а не для того, чтобы посмотреть на этот супер бомбический классный Honor 200 Pro. Кстати, Honor 200 все равно набрал у меня 10 тысяч просмотров, по-моему. Или не набрал? Да, 12 тысяч, смотрите-ка. То есть народ все равно смотрит, интересно, новиночка. 13 тысяч просмотров. Ну, народу даже понравилось. Еще раз, Дмитрий, это терабайтник 200 Pro. Вы смотрите, там 12256. Почему все сразу смотрят терабайтники? В магазине терабайтник тоже будет 100 плюс. Вас послушать все, так не слушайте меня. Я же говорю, если вы хотите какой-то смартфон купить, мне кажется, что вы шутите. Я каждый раз говорю, хотите купить смартфон, меня не слушайте. Если хотите сэкономить и не купить, смотрите. То есть меня слушайте, я сейчас при вас их просто гоняю. Вы мне ставите в претензию, что я не делаю вам рекламу для смартов. Вы себя слышите? Круглая камера, кстати, такой себе. Ну да. У африканских версий Samsung понятия не имею. Кстати, Влад на меня вышел. Сегодня один крупный серовоз Самсунгов. Но мне кажется, что я лучше сам их куплю. Да? Или взять на обзор, а потом разыграть. Ну, это какая-то тоже дичь. Не знаю, подумал, короче. Я не думал, что мне будут писать серовоз. Вот как с моим контентом, мне, вот вы, допустим, рекламщик. Или типа уже никого просто не осталось. И сегодня было кстати, два контрактных обзора, которые я оба обрубил, отказался в итоге. Вот. Потому что там тоже, как у Huawei, лютое желание что-то утаить. А это нехорошо. У Infinix и Intel и Tecno такого не бывает. Плюсом в карму, кстати. Саня, видел идти рекламные ролики от производителя OnePlus 4CE? Нет, не видел.
Влад, спасибо. Да, Даша, я смотрел. Я пока еще не скачивал, у меня сын пытается уже 3 недели осилить Дон Кихота. Это, ну, я не знаю, как он его читает. В 11 лет, мне кажется, прочитать... И вообще прочитать Дон Кихота, это жесть. Кто читал Дон Кихота? Я пытался. Вот у меня бывшая супруга с сыном, чтобы его поддержать, читает это дело. Ну что за садизм вообще в программе? Но классика. А еще прикол по поводу Honor. У меня сестра купила себе Honor, у нее на второй год пиксели. Нет, ну здесь Honor-то ни при чем. Брак может быть где угодно, и в яблоке тоже. По OnePlus соли, китайские версии блочат. Нет, если написано, что разблочено, то не блочат. Нет, вы не путайте Global Version и Global ROM. Global ROM это глобальная прошивка. Там не все бенды или не та агрегация, но его не блочат. Global Version это прям глобалка-глобалка чистой воды. Не знаю, как выделить ник Авито. Ace 3 Pro на флагман претендует? А в каком месте он на флагман претендует? Кишечник. За Сервантоса. Ну да. Привет, канал войдет в историю. Вячеслав Мироненко. Обычно говорят так перед тем, как меня забанить, да? Вы мне сейчас накидаете страйков или... Вообще ко мне YouTube лоялен. У меня страйка ни одного не было за всю... Или был? По-моему, не было. По-моему, был по ошибке. И одно предупреждение было. Ну, потому что он... Какое-то ощущение есть недопиленности у мота всегда. У тебя как с ZTE, с этими нубиями, есть ощущение, что ты купил топ за свои деньги, но в то же время, когда ты им начинаешь пользоваться, все как-то недорого, богато, как у Вива, допустим. Макс Сол, вы понимаете, что если вы реально принимаете решение, просто приходя на стрим, написав от 50 до 70, какой смартфон купить, и после этого купите, это как минимум глупо. Это как минимум глупо. Смотрите обзоры, сравнивайте для себя. Примеров, фото, видео у меня море. У других блогеров тоже какие-то есть. У некоторых блогеров, правда, они поддельные. Да. Но есть те, у которых не поддельные примеры. Я ничего не понял по поводу Light, но окей. Декер, так из 100-го раза ничего не будет в батарее, если заряжать до 100. Я понимаю, что сейчас, по-моему, дети акселераты, но я Дон Кихота читал в 22 года. Ну вот он сейчас в 5 классе читает его. С 5 на 6. Это прям жесть. Это на подумать. Вот на подумать, посмотрите мой топ смартфонов, субфлагманов и флагманов. И подумайте. Там на 2 часа вам как раз думок. Только на просмотр. Ну да, кстати, в OnePlus перешитом не будет eSIM. Да не всегда. 12 Lite. Xiaomi-шки лайтовские версии вообще огонь. Вы имеете в виду OnePlus? Jimmy CH, Jimmy Chi. Jimmy Chi. Ты не можешь опоздать. Тем более стримы я оставляю в записи. Это уже 3-й прогон же, правильно? Это, по-моему, самая мучительная часть стрима. 33 минуты мы гоняем 3 раза Антуту. Ну и ладно. Но самое, мне кажется, полезное. 5 секунд.
Так, третий прогон, да. И камера дышит. Камера живет сама по себе. Флагман Тонатфиль, да. Взять Huawei, обработать допильником и получить Samsung или iPhone, да? Я не читаю новости Atari, даже техно. У меня нет на это времени. Immortal Goblin BOT Live. И вам привет. Мне кажется, я сам себя загнал со своим контентом. Но мне это нравится. Вот. В каком-то смысле. 7К подписчиков, да. Ник Либро. Ну, будем надеяться. Не забываем прожать лайк и подписаться на канал, если хотите, чтобы подобный формат существовал. Как вы видите, я стараюсь покупать все, пока мне финансы позволяют. Зачем я это делаю? Для того, чтобы увеличилась аудитория. Она увеличивается совсем медленно, но меня это устраивает. Пока у тебя нет оттока, все хорошо. Это я вот с вами, как говорится, как на духу. Слава, я единственный из класса прочитал полностью «Войну и мир» Достоевского. Но это было... Но есть вещи, которые я не читал, не смог. Motorola X50 Ultra, получается, априори будет интереснее OnePlus 12? Нет. Вот и для души я бы однозначно купил себе Palace и даже не думал бы. И да, может, плевался где-то, где он там начнет от какой-нибудь прошивки перегреваться. Я говорю, меня камера у Palace не устраивает. Хотя, опять же, Илюха, по-моему, распаковка говорил, что он на него даже снимал, он с ним ходил. Или не он. В общем, многие с Паласами ходили, и даже блогеры. Даже. А у блогерам есть из чего выбрать, знаете. Vivo IQ 12 Pro точно OnePlus 12. Иван Сергеевич, даже не думайте. Immortals VOT Live. Нет, дело не в том, это знаете, как с дроидером произошло. Они просто устали. Они просто устали. Они просто устали. И все. Мне так кажется. То есть, когда тебе перестают... Вот видите, опять же, мне просто повезло выбрать свой формат. Допустим, с Игорем, когда там года 3 назад мы начинали работать вместе. Но мне кажется, уже больше 2 лет, 3. Мы договаривались, я говорю, тебе будет легко. Почему? Потому что можно говорить то, что думаешь. И вот этот формат, я говорю, я не последняя инстанция, может быть, не прав. Но когда ты можешь и правда говорить о любой железке, все, что хочешь. Так легче. То есть, если бы я делал рекламу, как они, а когда-то они делали без шильдиков, и сейчас я смотрю, народ выгружает рекламу, там мелким шрифтом, у меня в описании, в прикрепленном комментарии, крупный шрифт в видеоряде, в телеге об этом пишу, а народ некоторые прям вот такими мелкими буквами, что это, ну, как бы, вы думаете, их это не ломает, их ломает это дело. И ты один раз делаешь, два, и потом думаешь, да все равно. Потом инвестиции начинаешь рекламировать, потом начинаешь, не знаю, спины гонять. И это, кстати, я когда об этом рассказываю, я ни в коем случае не стараюсь сказать, что я человек хороший. Я человек очень плохой. Я просто в этой сфере своей, то есть это моя сфера деятельности, я верю в карму. И здесь любое мое слово, ну, вам, может быть, кажется, что каналы маленькие, и у меня маленькая популярность, у меня 0, но у меня очень высокая узнаваемость. И я четко понимаю, что про любую железку недорассказать, это равносильно обману. Вот все, что я могу нарыть на ней, да, я там, как мне пишут, не проверяю там GPS в 2 диапазонах. Да, я не проверяю, каким образом смартфон ловит в лифте. У меня в моем лифте не ловит ничего. На моей подземной парковке ловит все. Ну вот, но так, чтобы мне было интересно, вот мне даже Honor 200 Pro,
Я все время, я думаю, вот мне интересно или нет? А интересно, потому что он хуже справляться будет, чем Honor 200. А стоит намного дороже, понимаете? И по камерам там не так все волшебно. 370 люксов. И к чему это все? К тому, что когда вы видите каналы некоторые, которые загибаются, и это прям заметно, они просто устали. А устали они потому, что они раз перешли черту, два перешли черту, три перешли черту. Ну и по этой причине тоже. Либо захотели быть большим, чем есть они на самом деле. Каждый сверчок знает свой шесток. То есть у меня никогда не будет рефлексии, когда у меня в онлайне 130 человек, потому что это минимум 100 таких же мужиков, как и я. И мне импонирует то, что мы можем вместе собраться, не обложить друг друга матом и пообсуждать какие-нибудь штуки, которые могут просто-напросто чуть-чуть отвлечь. Не отвлечь, у всех есть свои хобби. Почему я называю это отвлечь от реальности? Это часть жизни. Технологии, техника– это часть нашей жизни. И если вы не видите у меня каких-то VR-очков, это не потому, что мне их не предлагают, или не потому, что я не хочу их купить. Точнее, не потому, что я не могу их купить, я не хочу. То есть я считаю, что эта технология слишком зеленая. Почему я не буду носить эти кольца? Мне кажется, это изврат. Ну, то есть пока мне кажется изврат. И вот какие-то вещи, которые вы видите на канале, они по мне, вот в моей жизни имеют право на жизнь. Если вы их не видите, значит, просто мне они не интересны, и все. Репаблик, да в каком месте? Это не о том, что я честный. Я вообще разговор о другом. Я человек, скажем так, я в жизни столько вещей не договаривал вот в своей личной жизни, что я очень плохой человек. Точно не хороший. Но в плане просто-напросто блогинга я рассказываю вам позицию, которая позволяет мне 7 лет биться головой об стену, и как многие мои знакомые говорят, у которых несколько миллионных каналов, ты же ничего так и не добьешься. Так в этом-то и смысл, это вечный прогресс. Это не из разряда путь самурая, а из разряда того, вот как у меня отец всю жизнь дачу строил. Вот это моя дача, я ее буду строить, пока и не закончится. И она не будет достроена, и огромное вам спасибо, что вы доходите. Опять провокация. Я не знаю, кто провоцирует, куда. Сарказм это у народа просто попер. Серж. Я Фила не обсуждаю. Мы с ним очень много раз ругались лично. Но у всех свой путь. Да, Иван, я не понимаю, если честно, я не видел ни у кого колец. То есть вокруг меня просто бешеное количество японцев, корейцев, китайцев с безумными деньгами на ламбах. Ни у кого нет колец. Никто не носит эти кольца. То есть как бы... Immortals Life. Почему? Опять же, вы не правы, потому что вы не видите бигдату. Чуваки, которые владеют этими миллионами каналами, они со мной общаются. Егор, тебе привет тоже, так, если он вдруг смотрит. Так вот, вы скажете, что мне не везет, там у меня 5000 просмотров, 3000 просмотров. Номинальный объем минимум 3 миллиона просмотров в месяц я имею в низких сезон. И для техноканалов это просто нереально бомбично. Почему? Потому что я считаю, что я неплохо планирую. И то, что вы видите сегодня 3000 просмотров, помните IQ какой-то 9? И я бы мог ныть по поводу, что IQ Neo 9 набрал 8000 просмотров. Посмотрите, сколько у него сейчас просмотров на обзоре. И так любой. Они просто у меня очень долго набирают. А у остальных стоят. У большинства. Вы же как-то сюда попали. Даша Субботина. Все нормально. Так у нас в онлайне 135 человек. Я предположил, что 35 это могут быть девушки или подростки. Вот. Так, чуть-чуть дадим отдохнуть ему. Чуть-чуть. Пока я покажу вам W-Info. HW Info, чуть меньше яркость. И меняем ракурс. Заметьте, на Honor 200 даже людей больше было, потому что 200 Pro стоит космос. CP 8S Gen 3. Прям
процессор, который хуже, чем 8 Gen 2, который на iQOO Neo 9, который стоил 26 тысяч. Так что я не скромный Republic. Republic, у меня телега скидок 108 тысяч человек, 18 тысяч телеграм-канал взаимопомощи, 14 личная, новости 2700, 3 канала, один 460 тысяч, второй 40 тысяч и третий вот сейчас 7 тысяч. Для техноблогинга у меня все хорошо. И главное, у меня есть желание делать контент. Не все те цифры, что вам перед глазами маячат, являются основой. Основа — это всегда сумма, математика. Память, камера. Разрешить во время использования. Ну, в целом, экран 437 ppi это как-то не фонтан. Батарея 5200. Wi-Fi 6. Мне, кстати, он PC-Mark отказался проходить. Это я не проводил. Кстати, стресс-тест я проводил или нет? По-моему, проводил. Да. Видите, как Gen 3 8S здесь не очень оптимизирован? Да. Да это хуже, чем Gen 2 даже. 8S Gen 3 хуже, чем 8 Gen 2. Не то, что S Gen 3. Так, минуту дадим ему еще. Я кондиционер включу. Сувершоу, мне это тоже очень сильно помогает для заработка. Это называется выборка. Когда-то я расскажу и об этом тоже. Просто вопрос... Какая разница? Вы же аудитория, вы видите. Когда 1000 глаз на тебя смотрит, очень сложно что-то утаить. Точнее, невозможно. И все. Особенно в массе, в объеме в этом всем. Ну вот вы говорите там, не знаю, жаль. Ну вы видите, допустим, не знаю, модем 10 тысяч просмотров. Ну вот кому нужен модем? 10 тысяч человек посмотрело. Фрилейсы на шнурке. У кого есть наушники на шнурке? Фрилейс 2 Pro. Да, это старый как Celeron у Intel. Honor уже не торт. Я понял, что не тот. Ну, Иван, это, знаете, как придумали не йогурт, а вот это вот, когда йогурт делают, молоко, сливки, вот остается эта субстанция, надо было ее куда-то девать. Ее сделали, Actimel придумали. Вот то же самое с кольцами. Спасибо, Republic. Обычно после таких штук идет какой-то лютейший сарказм. Так, Diablo Immortal. Максимальная яркость. 60 Гц выставим и проверим. Так, а что у меня? Да, нормальное разрешение. Лизочек, это в каком мире у вас мало просмотров или у меня? Не подписота, а подписчиков. И 30 тысяч просмотров на пост у 100-тысячного канала телеги скидок. Это овер много, поверьте мне. Ты должен смотреть в общей массе. Вы не совсем понимаете. Вот смотрите, я сейчас объясню, как работает техносегмент, чтобы вы понимали, как, допустим, маркетологи выбирают, у кого покупать рекламу. Я проводил стрим. Проводил стрим на великолепный, ужасный, популярный Поко. У меня в онлайне было 1592 человека. У Вилсакома в онлайне, когда он проводил стрим на Huawei, было 2200 человек. У других техноблогеров можете посмотреть.
И я вам скажу, что у нас была самая крупная тусовка на этой теме. ТЧК. То есть вот это показатель, а все остальное это мелочи жизни. Не сидит никто и не выбирает себе каждый день техно какую-нибудь штуку. Так, сначала график. Хотя чего оправдываюсь? Все, маленький канал, все очень плохо. Спасибо, что вы есть. Без сарказма, кстати, по поводу спасибо, что вы есть. А насчет все очень плохо, это решать вам. Плохо, значит плохо. Все по максимуму. Запоминаем 44% и выставляем секундомер. У меня есть на шнурке, но они ждут заклятого друга. Так, 5 секунд. Я пойму, как положить смартфон. Вот так. Еще крупнее сделать картинку. Норм. Так, и понеслась. 13 уровень уже норм. Крейзи, привет. В Honor 200 Pro поставили 8S Gen 3, они вообще не очумели. Ну, как бы, это не ко мне спрашивать, это надо спрашивать у Honor 200 Pro. Очумели они или нет. Так, по поводу игр. Мы вставляем игра. И дальше продолжаем. Лагов нету. И тормозов тоже пока. Кстати, могу сделать вот так. И 5 секунд. Может быть, даже лучше отрубить его. Свет. Было близко. Да, так веселее. Без света, по-моему. Что вам не нравится в S24 Ultra? Там много чего мне не нравилось, слушай. Опа! Воскреснуть на месте смерти. Это было эпично. Меня, по-моему, первый раз за не знаю сколько времени здесь убили. Награда, наверное, от этого уменьшается. Таймер. Таймер я включил, 2 минуты. По шиму мы потом сыграем на шиме. На всем остальном. А, это моль какая-то. Ест так много. Короче, самое пожирающее это моль. Зачистка подземелья. Ну, опять же, сравнение одного с другим, это получается, это просто, это вот редкость, потому что оба пока популярные, понимаете? И как бы и то, и другое люто лупят на скидках. То есть их прям очень много покупают, и поэтому людям интересно. Сравнение всегда интересно. Ну, я вроде бы все обзоры делаю так, чтобы было интересно. Ну, в плане сравнений. Я везде камеры добавляю. Не забываем прожать лайк. Напоминаю, что сегодня я разыгрываю еще 5 штук по 5000 баллов. Главное, вы мне напомните до конца стрима, чтобы я не стормозил. А почему вернуться? А, я отсюда бежал, туда прибежал, да? Угу. Окей. Так что S24 Ultra мне технически нравится. Просто у него были свои проблемы, можете посмотреть обзор. У него не идеальный шим.
Тоже габариты довольно приличные, не всем подойдут. Оптимизация на тот момент, когда я его тестировал, была не лучшая, мягко скажем, во всем. Ничего ж себе. Это магик. Poco X3 Pro на сегодня норм аппарат, но если в плане того, что не менять его, да, его можно не менять. Батарея не взорвалась, как там этот мем, да? Оставляю его себе. О, вот эти вот типы, которые забирают много-много жизней. Как участвовать в розыгрыше? Это все очень сложно, надо было быть подписанным на ТГ скидок. И потом надо было выполнять условия во время распродажи. Если вы не в курсе, значит вы не в курсе. Сфера ускорения. Сфера ускорения. 10 эпок. Уже 230. Здравствуйте, Universal. Поздоровался за всех, да? Уже 180. О, надо жизни собирать уже. Уже на этом уровне надо собирать жизни. Непонятно, на что обновляться. Так может пока не обновляться, если непонятно. Когда будет осознание того, на что, тогда и надо обновляться. Чуть-чуть всего дадут. За смерть. Три года прошло, почему. Ну, поменялось многое, и съемка поменялась в лучшую сторону. Допустим, яблоки — это небо и земля. 3 года назад взять и сейчас. Тот же Type-C-шник добавили. Много всего. Не забываем прожать лайк все, кто пришли. Не забываем подписаться, если вам интересны такие диковинки. Точно не Нубия, Киома. Что угодно, но не Нубия. Обычно после этих слов люди покупают то, что ты сказал, не надо. Пищит от радости или пищит от разочарования? Яблоки тема. Еще и модно всегда. Так, ну тут простая, кстати, заруба. Здесь нет этих поедающих жизни штук. Что там такое? В возросшем излучении в Самсунге. Излучение в плане радиоактивное? У меня был в Питере этот прибор для изучения. Если есть приложение по поводу того, что что-то еще проверять, только не калибровку монитора, но это дичь вообще. Не монитора, а не калибровку этих. Тихо, подождите. О, все. Экранов. Потому что их можно самому ручками все сделать, что надо. А, их здесь две. Вот в чем прикол. Было две. Ух ты, ё.
Купаться с ними не собираюсь, мне в целом все равно. Да и при чем здесь это? Есть третий эшелон, есть первый эшелон. Зачем выбирать что-то из третьего эшелона, если можно купить что-то из первого? Никаких обзоров нет нормальных, но я только заказал. А на Нубию какие хвалебные обзоры можно уточнить? Кто вам ее советовал? Вы ее еще и не продадите никогда, если она вам не зайдет, эту Нубию. Посмотрите, в какие ценники ее пытаются продать на том же Авито или в ритейле. Не нужна она никому. 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 Нубия не нужна. Что именно я продам сразу? Не понял? На нем экран пятнами прошел. Купи Redmi ей. Или Poco. А почему она сама себе что-то не купит? Кстати, почему ты должен покупать? Может, я чего-то не понял? Вот это заруба, да? Ну, кстати, вообще не подвисает. Понятно, что чуть-чуть сбросил яркость, но не сильно. Пока прям рабочая лошадка чистой воды. Опа. Очень круто себя ведет. Непонятно, зачем мне этот опыт нужен, правда. Раз, два, три. Что, уже всех вынес, что ли? А, это босс. А, босс уже. Три стадии жизни, получается. На дерево похож как-то. Слегка. Уже половина. А, их два там. А, их тут два стража. Я первый раз два босса встречаю здесь. Как интересно. Наверное, есть смысл. А, нет. Это он скопировал себя просто. Как круче ничего нету. Перенос. Так. Где этот тип обычно, который для разборки используется? Нету. Ладно. Саня, на моем 30 Pro. И она заставляет... Ну, переклейка экрана это такая тема тоже. Нет, Max Soul, мне не интересно сравнивать Huawei с Honor. Ты, получается, человеку показываешь такой, ты типа это покупай, либо это. И он такой, о, Пура, это то же самое, что Honor, идет покупать Honor. Я сравниваю его с Poco F6. САР? Не про статью. Я говорю про то, чем измерять. Чем бы измерить? Я бы купил и измерял. Вот. Так, где здесь разобрать? Обмен.
Не знаю, что я купил, но хорошо. Продавец глифов. Магазин. А, интересно. Детский клип. Зачем они нужны? Ладно. Он такой очень теплый. Мягко скажем, он очень теплый. Ну, адекватно, смотрите, 39,2. То есть не какие-то там 43 градуса. Так, следующий левел. Если у вас пятна, чат, привет. Александр Орлов, привет. Не забываем прожать лайк. Гоняем сегодня Honor 200 Pro. Кстати, кто-нибудь запомнил, сколько там процентов было? По-моему, 42. 42. 42 же было? Посмотрите, пожалуйста. Синпай. Или еще кто-нибудь. Вообще здесь 36 уровней. Я не знаю, как... О! Первый легкий фриз на 15-й минуте. На 16-й. Так, ладно. О! Мне кажется, что здесь опасно. $44 было. Спасибо большое. Ради интереса, если кому не лень, даже если вам 50 или 60, сколько кому лет в чате? Мне вот интересно. Знаю, что у меня иногда Валенс приходит, ему 16. И кто-нибудь вообще играет в Диабло? Или мне кажется, что я один играю? Ух ты, ёшки. Было очень близко. $44. Канале плюс-минус. Я чуть-чуть младше. Слегка. Я все время думаю, что я в каком-то смысле свое отжил, вот это вот веселье, и как-то уже попроще. Ты уже не гонишься особо сильно за лютейшим весельем. Хотя у меня очень долго было чувство, что бежать, 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 или ты что-то пропустишь. Но такое же чувство есть в мобилах, что вот чем больше пообозреваю, тем интереснее. 16:30. О. У нас народа взрослого. Я думал, я тут самый авторитетно древний. Эпичный ФЛ. Ну и вопросики. Даша, мы не ориентированы на женскую публику. Сори. Понятно, что это... Вы 1%. Привыкайте. Вот такое вот мужское комьюнити. Нелояльное друг к другу. В общем, средний возраст у всех. Всех успокаиваю. Молодой человек по нормам ВОЗ до 45 лет. Потом идет зрелость. А пожилой, по-моему, от 65. Так что все уже поменялось. Так что пожилых у нас 0. Это тоже круто. Дедушки сейчас в мире зажигают, мне кажется, покруче, чем любые подростки. Если посмотреть на политику и новости. Дедули рулят. Вот кому нечего терять. Universal, ну тебя по голосу не скажешь, у тебя по голосу максимум лет 25. Цифра прикольная, 50. Орлов забыл вообще. 77-44. Вообще очень близко. Я чуть не ушатали чуть-чуть.
Был очень близок. О, таинственный кто-то там. И раз, два, три, понеслась. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7. Все с эффектом веселухи. Хорошо, когда тебе даже отходить не надо. Или надо? О! Погибель. Эпичность зашкаливает. Мне кажется, что просто определенные эти герои, типа моего, могут каких-то боссов без проблем проходить, а каких-то тяжело. Это не из тех, что с проблемами. 92. Горин. Серьезно, что ли? Слава. Приятно. Маклух. В каком режиме? В игровом режиме играю. Сейчас скажу. Игры. Режим игры. Сейчас меня завалят. Или я победю. И потом покажу. Вот видишь, игра. Режим. Киома передумал. Говорит, сколько лет. А с чего китайский OnePlus будет получать кислород? Лизочек, мне кажется, что нет. Как раз, вот интересно, плюсики поставьте, кто женат, и минусы, кто не женат. Я уже не женат. И уже вряд ли буду когда-то женат. Конечно, лучше не зарекаться, но процентов так 99, что женат я уже больше не буду. Никогда. Я уже написал, что 20. Сори. Не весь чат прочитал. Супершоу, у нас только что был этот опрос великолепный. Вот ненавижу этих типов, плюющих всякой гадостью. Так, вот пробежать. И вот этого типа сначала вынести, который плюет. Потом остальных. Вот это типа. Не-не-не-не. Вот плюющих, а потом всех остальных. Все. По площади урон. Супершоу нет, наверное, женатых больше вроде. Ну да. Вы женат на гаджетах, да. Иногда я женат на гаджетах, иногда гаджеты женаты на мне. Там кто кого. Вот Huawei был женат на мне, учитывая, сколько он мне нервов потрепал. Однозначно. Так, а что это такое? Вот. Какой-то телепорт. Прикольно. Или это глюк, или телепорт. Шестнадцать это еще все впереди. Или плохо, что все впереди, как вариант. Иногда все впереди это не всегда хорошо. Так, ну понеслась. Сколько ж тут синих типов. Очуметь. Святилище гнева. Так, а почему я не добил его? А, они взрываются. Вот почему так много съедают. Ну-ка. Раз и...
Интересно, а зачем мне опыт, если у меня уже максимальный левел? Режим аккумулятора какой? Обычный. Здесь режим игра, а аккумулятор обычный. Еще 6 минут и все. Потерпите. Я не играю в производительном. Но по моему опыту у Huawei и у Honor, что производительный, что обычный режим едят одинаково. Развод не развод, но интима с Huawei не избежать. Однозначно. Самый любвеобильный бренд. Но с другой стороны, столько позитивного, сколько у некоторых, говорю, у некоторых блогеров реально 10 обзоров. Прикиньте, какие у них бюджеты, что они такие паки покупали, что человек делает 10 обзоров на только Huawei этот бедный. Скажи, у тебя было 3 обзора на каждый смарт, уже 6. Ты про себя рассказываешь, да? Так, что это? Недобит. Освежеванный. Освежеванный. Свежак будем считать. Так, так, так. Так, так, так. Уже 25 минут. Я уже 22 года женат. Это очень круто. BNDCT, спасибо большое. А что значит сотка на Геншин? Объясните мне. Вот это не вкуриваю. Не вкупил я. В колледж буду поступать. А зачем тебе учиться драться? Просто пойди на спор. На боевое самбо какой-нибудь. Зачем драться? Чтобы посадили потом? Насмотрелся на YouTube и думаешь, что если ты кому-то сломаешь челюсть, тебя потом не закроют? К сожалению, я столько людей видел, которым давали 2 года за сломанный нос, что защищаться надо уметь, а драться не обязательно. У всех своя профессия. Люди, которые умеют драться, дерутся, мне кажется, всю свою жизнь с пеленок просто. 2 недели. Ну и как тебе? Огонь? — 27 минут. Мне кажется, как раз на это подземелье еще хватит. Так у меня такое ощущение, что я его уже проходил. А, не проходил. Ложное ощущение. Очень похоже на волков, типа. А сфера ускорения вот. Ничего ж себе, они прям двигают. О, вот эти вот медвежатки. Обычно сильные типа. Вот это енот. Раньше на телефон шел стрим, да. И игра, и стрим. Сейчас уже давно нет. Что-то я там нашел такое крутое. Я не понял, что. Александр, у меня начал отваливаться микрофон на Твиче. И поэтому мы стримим на Ютьюбе. Если ты первый раз. Не забывайте подписываться. Зато здесь всегда звук. Почти всегда. И всегда картинка. Почти всегда. И да, не всегда самые интересные гаджеты, но опять же, только я их так гоняю в онлайне. В таких объемах, как минимум. А может, кто-то еще гоняет. Напишите, может, есть какой-то канал. Кому не лень.
показать, как железка работает в онлайне, чтобы отпали все вопросы. Не, ну стримом я тебе все равно не верю со стримами. Это, конечно, был огонь. Мне понравился. Еще когда я не был токсичен. Интересно, когда у меня был не токсика-контент. В моем городе мало перспектив. Интернет все решает. Сейчас не важно, где ты живешь. Вообще. Так, уже 60, уже 50, уже 30. Уже еще. И еще. И еще. По-моему, такой же тип, как и прошлый вообще. Ctrl-C, Ctrl-V. Раз, два, три. И, кстати, ровно 30 минут. Было 42 или 44? 44 и сейчас 28. 32% в час. 32% в час, на секундочку, с минимальным, получается, с понижением яркости 530 люксов. 32% в час. 5 секунд. И в чем? В Диабло. 536 люксов. Почти сразу. Так. Ждем, пока отдохнет. Пока отдохнет, мы можем что сделать? Проверить режим. Меня просили. Батарея. Обычный режим. Производительный. Нет, в производительном. Забыл я, значит. Прошу прощения. Каюсь. Можем пока, кстати, провести розыгрыш. Все, кто пришли за розыгрышем. Я потом подсчитаю 5 человек, которые победили. Пять секунд. Случайное число. Google. И вот, короче, там будет кратко. Там будет, получается, 400. Угу. Сюда. Вот оно. Скрины здесь. 433 комментария. Где результаты? Народ пишет, где результаты? И 5 человек подряд. Кто по 2. Ну, кто по 2, того я буду удалять. То есть 433. Видно всем? Генерирую. И плюс 5. То есть 10, 11, 12, допустим. И 263. Кому не лень, можете отсчитать там посты. Я потом отсчитаю. Сейчас я скину пост. Кто знает, как отсчитать посты? Какой? 263. 263 выиграл. 263, 264, 265, 266, 267. Сверху.
Народ хоть написал, так интересно. Интересуется. 5 секунд. Вручную неохота считать, но если надо будет, буду. Так, все. Я думаю, что яркость вернулась, нет? Да. 800 люксов яркость. И что мы делаем? Мы заходим в рабочий экран и стиль. Кстати, АОТ здесь какой? Отображение касанием. И все. Да, зашибись. А что за прикол? В общем, у нас здесь нету постоянного отображения. Ну окей. Вот в прошлом, в 200-м тоже АОДа нету. Что за прикол, как в этих, как в Поко? Ладно. Ультимейт, а как ты считаешь? Нет, так это победители. Кто выиграл 5000 баллов? Выдели сообщение и тяни счетчик вниз. Во. Спасибо. Будет, будет, будет хорошо. Главное, чтобы там задвоений не было. По 2 у кого-то не было. Мне кажется, нету. Сейчас будет PUBG. Я сейчас шим измерю и будет PUBG. Хорошо? Нет, я не вижу счетчика. Есть. Вы гений. Тридцать 38. Нет, 263 все равно много. Ну, все равно, да, посчитаю я так. Я не выиграл. Я не знаю ультимейт. Можете посчитать, кто там выиграл. Я потом посчитаю. Мне час ночи, мне надо сейчас шим померить. А потом в PUBG чуть-чуть поиграть и все. Что Honor мало кому нужен за такие-то деньги. Затемняю датчик, нажимаю Hold. Подсветка. Так, стоп. Не надо мне мобильных сетей. Мне экран и яркость нужна. То есть вот это максимум просто без автояркости. Дальше включаем автояркость. Даем возможность автояркости проявить себя. Прям долбит по глазам конкретно. Вытягиваем на максимум. И видим 1100 люксов максимум. 1250. Что за лабутень? 1250, в общем. Радексом, если с максимальной. Радекс показывает 2000. Вот видите, как хорошо с Радексом жить. А без Радекса жить плохо. Брендом. Во, 1800. Смотрите, он прогрелся и правда. Это очень много. 1800. Окей. Включаем автояркость. Для шима. Проверяем шим. 8. 4. На 50%. 7. На 25. 19. На нуле. 48. 47. Ну,
Мы видели получше циферки. 25 при 20%. И на 50 еще раз. 6. Все. Этот гештальт мы закрыли. Единственное, успокоим тех, у кого есть радексы, что они здесь тоже показывают, не тоже, а показывают прелесть. 3%. Кому доверять, решать вам. Ну он севший, наверное, поэтому он умирающий. Ладно, потом заряжу. В общем, в целом все хорошо. Супер смартфоны. А чего влага должна появиться в этом процессоре? Еще раз. OSDT в звонилке, звездочка, решетка. Ну-ка. Неполадка при подключении. Нету такого кода. Нету кода такого. Ну хорошо, Алекс, тогда ты на вам показал. Артем, а почему я должен отключить режим производительности на аккумуляторе? Мы не играем в игры, а когда вы должны включать режим производительности? Можно уточнить? Вот как мне нравятся эти советчики. Не включаешь, а почему ты включил? Включаешь, а почему ты не включил? А для чего режим производительности, если не для игры в играх? Не для игры. Может. И будет фризить. Он у меня и так подфризивал. Еще раз, вы не туда пришли. Идите, пожалуйста, на те каналы, кто делает им рекламу. Ну вот чего вы ко мне пришли? Вы хотите, чтобы он ел меньше и мне понастраивать для Honor варианты, при котором он будет меньше есть? А они не очумели? Я купил эти смартфоны. Как хочу, так и тестирую. Ничего сверхъестественного я с ними не делаю. На данный момент 32% он поедает. Все, в Diablo. В обычный PUBG не играю. Во, Иван Иванов напурись. Вот уважаю людей, которые купили смартфоны, которые я не советую, но они все равно приходят на канал и смотрят. Еще раз повторяю, что моя миссия просто-напросто рассказать про все. Вот про все хорошее, точнее про куски каких-то достоинств, вы узнаете везде. Вот просто везде. А они не могут вам говорить то, что говорю я. И поэтому вам кажется, что у меня концентрированное Г. А по факту у них просто контракты и все. Так же, как у меня в рекламных обзорах все хорошо. У меня не выводится ник Libra, но он у человека тоже не выводится. Так Infinix вроде еще не выпускали телефон. Ой, не вспоминайте, пожалуйста, в суе. Великолепный бренд. Пардон. У меня уже 2 часа. Час 15. Просто вчера в 6 лег. Я не знаю, мне кажется, я раньше 6 не ложился уже недели 3. 6 утра. Error. У меня максимум написано.
И в этот момент Ник Либра хакает все эти смартфоны, да? Система. А что там система мне предлагает? Что мне система предложила? Ну, неважно все это. Есть парочка неплохих трубок, но только с учетом бонусов скидок. Ага. Да, это просто так получается. Ну, смотрите, я сейчас стрим закончу в 2. Потом мне нужно делать подсъемы на... Опять же, догонять Honor 200 Pro. Пойти еще чуть-чуть поснимать. Потом подсъемов. Потом выгрузить их все. Скомпоновать. И все. И так уже будет 6. Поотвечать, может, на комменты частично. Перепроверить стрим частично. Ну, 90 FPS показывает. Так, понеслась. Процента 23. Я думаю, 15 минут, 20 минут поиграем максимум. Все. Стоп-фолловим. Поехали. Где у меня рекламные коллаборации? У меня есть рекламные обзоры, их штук 30 от 3000 обзоров, что у меня было. Там везде написана реклама, если это обзор рекламный. Канал для стримов, канал для стримов. Я здесь общаюсь. Что там непонятного? Вы не можете прочитать шильдик реклама? У меня она в лучшем случае бывает раз в месяц. В лучшем для меня. Даша. Почему Даша Субботина грустит? Что здесь АОТ обрезан? О, слэрочка. Я теперь обязан просто барахтаться. Еще иксы. Это супер лутовый. По всем законам Жарна, значит, меня сейчас должны вынести. Ого. Это был мисклик. В колду не играю. А почему в это нельзя рубануться?
Даже если бы был не бот, я бы нормально его снял. По луту был хорош. Надо было поменять, ну ладно. Для игр у вас только Азуса и все. Вот так вот приходит, не у меня, а у чатика спросить, что купить. Видите? Вот она магия Ютуба. Собираешь людей, у которых авторитета больше, чем у ютубера. И это хорошо. Коллективный разум, да? Ой, я как подумал, что у меня уже давно не было ботов. Ничего ж себе, посмотрите, какой я косоглазый. Не был бы бот, меня бы уже 300 тысяч раз порешали бы тут. Жалко Fallout, кстати. Я что-то играю в PUBG сам, а думаю о том, что жалко, что Fallout закончился. Где? О, держит 90 FPS. Куда делся этот тип? Пошел лутаться. Угу. Непонятно где, но очень интересно. Опа, вижу. Да, я помню, что прыгают только боты. Кроме рокфонов ничего. Все остальное не игровое решение. Мое субъективное мнение. Были... Есть разводилово в виде рокфонов. Посмотрите-ка, это вообще похоже было не на бота.
Патронов так мало. Так, и... Стабильно играет Рокфон. Honor 200, огонь. Да, норм. Так, кстати, прошло 8 минут, и по мне эта штука уже сбросила яркость очень прилично, но не дико. 560 люксов, то есть он так и держит. Видите? Раз. Два. Я начал смотреть тебя во время... Ну, Black Shark'ов уже нет. Уже нету их пока. Только телефоны. Ой, только часы. И так оно и бывает. Кто-нибудь вообще в розыгрыше 5000 баллов участвовал или вообще ни одного человека нет, кто планировал победить? Не знаю, что будет в июле. Как понять такая же? Был нормальный сейл, пока все не поверили в себя и не подумали, что если теперь курс будет не с Мосбиржи, то всем будет огонь. Но не тут-то было. Получилось не огонь. Куда я бегу вообще? Я к машине бегу. Ну, яркость он сбросил, но FPS держит, хочу отметить, уже 10 минут. И это хорошо. Надо скататься за четверкой. Или он не планирует жить. И все, они уже дропы у них. Ладно, к центру карты едем тогда. Ради радостных криков. Так я не написал количество, кто конкретно победил. 263, 34. Там 5 человек с 263. Надо их рассчитать. Кто это? Потом рассчитаю. Во. Бух. Кого-то там убили. Или это все тот же? Вроде все тот же. Там долбил по кому-то. Опа.
Чувак себя спалил для кого-то. Но я его не видел. Скорее всего, из здания. Все, уже пошло FPS вниз. 79, 89, еще ниже яркость стала. 13 минут. Какой-то крыши. Если бы с тех, он бы меня уже снял. Значит, не с тех. Сори. Извиняюсь. Горячий смарт. Ох, горячий. Прям горячий. Видите, почему я говорю горячий? Думаете, я просто так ною, да? 44 градуса это в районе, где пальцами вожу. То есть сам экран 45-градусный. Здесь не критично то, что... Вот сам экран это критично. 44, очуметь. Через 12 минут 44 градуса. Неиграбельная эта тема, когда 44 градуса. Ну ладно. И яркость 370 люксов. Короче, для повседневного хуже, чем 200. Хуже, чем 200. Кстати, здесь виртуальный датчик или нет? Как вы думаете? Градусник нужно. Какой градус? Да. Дмитрий, это сарказм. У меня 1% женщин на канале. Девушек. Женщин. Женского пола. 5 секунд, я сейчас вам скажу. Было... Нет, подождите, я только что рассказывал, что не один прошлый стрим. 3% уже, был один. Был 0,9. На основном канале, по-моему, 0,9. 5 секунд. На основном канале аудитория. 7. Значит, здесь было 0,9, а сейчас стало почему-то... Не знаю. Девушки, вы почему здесь? Вас интересуют железки или вы ищете женихов здесь? Признавайтесь. Женихов тоже можно искать. Опа. Опа, оттуда. Вижу. Вижу. Его с нескольких сторон валили, не только я. Ну, уже не играбельная тема, но ладно. 20 минут запомним. Я тоже вижу подозрительная сова первый раз 44 экрана. Я же говорю, я же ощущаю, что как-то что-то не то. Вот поэтому, еще раз, лучше стрима может быть только стрим.
Ох ты, ёшки. Все, я тупорылик. Тупорылик. Короче, будем сидеть и отращивать. 13 минут, ой, 13%, 18 минут. Ну, будем считать, что 12%, 18 минут. Сколько было? 25%. 27% примерно в час он поедает. Ну что, можно подытожить? Или нельзя? Я думаю, можно. Нам больше нечего здесь обсуждать. Снова. Скоро меня будут вылавливать. Кстати, говорю, насчет так и не закончил свою мысль. Даже не по поводу хайпа, а по поводу производителей. Вот смотрите, Huawei, они распиаривают свой бренд там, Honor, еще кто-то. Но когда я делаю обзор, на меня же их реклама тоже работает. То есть посмотрели обзор у кого-то, и потом пошли у кого смотреть. И у меня тоже мозг-то работает. Хотят или нет, но смотрят. Дмитрий Богатырев, у вас что, канал? Датчик-то какой? Вот это я оставлю вам на размышления. Ладно, я шучу. Или не шучу. В 200 был виртуальный. Здесь, по идее, тоже. Мы проверим. Нить. Нить. Кратко. Он виртуальный. Так работает, а вот так нет. А вот так работает. Вот так не особо. И не всегда. Виртуальный датчик. Виртуальный датчик. Honor любит датчики. F6 Pro или iQOO Neo 9? Я бы F6 Pro брал. Почему? Потому что глобалка. Мог включить экономный режим. Окей. Но согласись, если он сам включил экономный... Это как у Huawei, типа, когда они сами... ничего не включил. Когда Huawei сами яркость просто сбрасывают, и типа она так и была. Нет, эти такую дичь не делают. Вот. Видите, после того, как мы узнали, что датчик виртуальный, уже стало меньше 100 человек в онлайне. Даже те, кто надеялись на этот смартфон, они такие, да ладно. А ведь кто-то будет покупать. Но это точно не мои подписчики. Шучу, может быть, кто-то и из подписчиков будет. Это очередная мораль, что это как с Poco F6 Pro и Poco F6, что, скорее всего, лучше всего будет продаваться как раз F6 и продается F6, чем F6 Pro. F6 Pro довольно специфическая тема. И все. У меня даже этот заглох. Телефон. Так. Что
интересного? Что-то я хотел с вами проконсультироваться. У меня есть варик, в общем, брать Samsung. Брать. Брать. Или покупать. Или брать. Но если брать, то разыгрывать. Но будет серовоз. Вы ощущаете, у меня постоянно эти смятения внутренние. Серовоз купите. В общем, я уже пока у вас спрашивал, уже сам решил, что нет. Я обычно, ну, как бы, я вот сколько бы не выделывался, я мыслю так, как и все. То есть, ну, удобнее, наверное, ну, не удобнее, а как блогеру удобнее взять у магаза, погонять и вернуть или разыграть, если он мне оставляет. Но самсы это такая специфичная штука, что ты их возьмешь и все, и на тебя нападут потом, даже если ты будешь разыгрывать. Поэтому, да, 25-ю линейку, как и яблоки, я буду покупать, скорее всего. Вот, и будем их гонять. А Realme, кстати, мне все послали. И 6, и GT6, и все остальные дела. Чему я несказанно рад. Сейчас посмотрю. По-моему, все послали. Может, не все. Нет, вру. Не послали на U6. И 9S, iQOO на 9S тоже не послали. Хм. Возьми OnePlus 12R. Atari, если бы ты обратил внимание, на канале был его обзор. Вот сразу видно, что ты не смотришь канал. Всем огромное спасибо, что пришли. Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк. И сколько плюс-минус Xiaomi 14 Lite Global будет стоить? Полтинник, хорошо, 60 дорого. Лучше 45. Захотят они, наверное, 65. Так у меня и так в этом-то и прикол Universal. Наверное, да, я сам себе ответил на свой вопрос, потому что у меня сейчас смартфонов 16 есть для обзора, и я все равно Samsung потом куплю, и все. Потому что Sony я купил, его гоняют, под фоточки делают. Puru 70 Pro тоже в Питере гоняют, фоточки делают. Потом приедут сюда, я еще погоняю. 2. Еще 8 я заказал, 7 у меня. Ну, в общем, у меня хватает и так их. Просто сделаю чуть-чуть позже, и все. Правильно. Говорю, с новинками это либо делать все время на новинках, и тебя будут смотреть только потому, что ты о новинке рассказываешь, либо вот как получается, зато это как-то на своей волне. То есть вы что-то покупаете, кто-то из вас, и я. Но это интересно же, мне так кажется. Какое-то комьюнити, переживание вместе. Крейзи, Бородатый, Universal, Иван, Atari, Подозрительная сова, Ultimate, LDAC. Ну, мы 2 часа стримим сегодня, как-то нечаянно. Алекс, Memories. Всем огромное спасибо, что пришли. Подписывайтесь на канал с колоколом, подписывайтесь на телегу. Все друзьям своим скидывайте подобного рода стримы, если они собираются смотреть рекламные обзоры. После этого пусть чуть-чуть посмотрят реальные обзоры с прожарками и оценят для себя, стоит что-то покупать или нет. Дмитрий, начались уже на стриме подкаты. Каразон я. Каразон. Крейзи, будешь у меня крейзи. Ладно, Каразон. Андрей Лавров, Ирина, всем спасибо за стрим. И Universal, как всегда, особое спасибо. Все, офлайн. Следующую Моторолу гоняем послезавтра, скорее всего.